Однажды моя подруга Ольга, которая, кстати сказать, является первоклассной массажисткой и диетологом, спросила меня: «Санек, расскажи, как ты рисуешь мебель в автокаде?» Так, приступим. Вот я нарисовал какой-то непонятный комод специально для примера. Так вот он выглядит. Здесь есть ДСП толщиной 18 и кое-что из фурнитуры. Сначала займемся фурнитурой. Вот, например, есть ножки, но мне надпись не нравится. Давайте заменю на другую. Присвоим новое имя. Это будет ножка высотой 100. Так, выберем, которое будем именовать. Он спрашивает, менять ли название, потому что оно там уже было. Теперь посмотрим, что у нас тут вообще лежит. Берем объект и посчитаем. Вот, ножка 4 единицы, ручка 4 единицы. С ручками уже все нормально. Нету петель. Допишем петли. Опять будет петля накладная. Так. Здесь имен не было, поэтому он сразу присвоил. Посмотрим опять. Вот, петля накладная 2, ручка 4, ножка 4. Теперь еще проверим крепеж. Полкодержатели 8 единиц. Вот они. Так, ну здесь кое-чего не хватает, а именно ящиков. Вот я нарисовал, внизу будет тандем, а здесь будет телескоп. Два ящика с телескопами. Давайте добавлю. Начнем с телескопов, да? Так. Так, а здесь будет тандем. Блюмовский, конечно же. Хотя, неважно, вот он. Вот они добавились. Посмотрим опять, что получилось. Тандем. Две половинки в комплекте, всего один комплект. Телескоп. 4 половинки. Делим на 2, равно 2 комплекта. Все остальное так и осталось, как было. Теперь нужно заняться ДСП. И ДВП. Сзади задняя стенка. Ну, раньше я как делал? Раньше я вот так вот мерял, например, боковину. Мне там надо было. Раз. Длину померил. Вписал. Вот, создадим файл там. Ну и пишем там размер какой-то. Но все это очень медленно и утомительно, напряжно. Теперь я делаю по-другому. Начну с того, что дам деталям имена. Фурнитуре уже дал, теперь детали остались. Выберите объекты. Вот они у меня вот здесь. Это задняя стенка. Это будет крыша. Это будет цоколь. Какое именно лицо? Это будет тоже цоколь левый. Не просто цоколь.
Это будет дно. Вот это самая долгая операция. Боковины, бок правый. Опять задняя стенка вот здесь, только уже из ДСП. Бок левый. Я, наверное, прокручу этот момент потом. Потом полки. Полка радиусная и полка съемная. Это будет фасад. Тут у нас можно сделать просто фасад. Просто фасад будет. Не будет дверца. Вот это будет фасад ящика. Так. Вот это и вот это. Будет фасад ящика. Вот так. Это перегородка. Это просто перегородка. Не будет стоевых там. Теперь бок ящика. Ящик. Так, не нравится мне. Сейчас подправим кое-что. Вот это будет у нас, точнее у меня, бок тандем. Здесь произвольное название, которое нет в списке. А вот это будет телескопический бок. Так. Ля-ля-ля нету. Так. Дно ящика. Так. И последний ящик. Царга. Все, детали закончились. Теперь еще момент один. Я сейчас буду применять скрипты для деталировки. Но нужно, чтобы все детали попали в эту деталировку. Мало того, здесь нет направления фактуры. То есть автокад не видит, что нарисовано. Это я-то знаю. Давайте посмотрим, где я сомневаюсь. Я ставлю длину вручную. Я сомневаюсь вот здесь. Ничего плохого не будет, если я поставлю, что длина будет короче ширины. Также на фасадах ящиков фактура будет идти вертикально. На всякий случай здесь поставлю. Ну и заднюю стенку поставлю. Я не вижу, как она, где у нее там длина, где ширина. Теперь ясно. И осталась последняя деталь, вот эта, которая стоит боком. Она расположена не ортогонально, поэтому длины здесь будет недостаточно. Ага, вот еще одна деталь с длиной. Так, цоколь. И вот этот цоколь. Так, а вот здесь я вручную проставлю размер. Длина, ширина. Толщину от руки напишу. Так, все остальные детали пока без размеров. Нужно их добавить. Выбираю автоматическую простановку размеров. И вот так вот делаю. Размеры добавились в базу данных деталей, каждой детали. Можно посмотреть, например, что у нас тут
Вот, пожалуйста, слой, имя слоя. Вот они у меня по слоям разделены. Вот комод, фасады. Можно даже вот так сделать, чтобы виднее было. Фасады, ящики там, полочки, цоколь отдельно. И весь остальной комод отдельно. Так, а что у них внутри, можно посмотреть просто в списке. Вот, например, слой А комод, размер этой детали, длина, имя. В принципе, на этом все. Теперь получим деталировку. Выберем, например, вот так. Все объекты сразу. Так, это у нас будет... А теперь этот текстовый файл затянем в Excel. Так. Ага. Кое-чего не хватает, а именно номеров. Номеров деталей. Здесь у нас нули. Хорошо, еще раз. Еще раз. Удаляем это. Автоматическая простановка номеров деталей. Сначала для 18-ки. Да, с единицы. А теперь и для ДВП. Толщина 3 опять выделяем, он сам найдет. Есть. Ну хорошо, сейчас еще раз. Еще раз делаем деталировку. Так, поехали. Вот. Угу. Еще не все. Что-то ему не нравится, да? Уже есть толщина вот здесь. Вот оно что. Из 19-ки фасады-то оказывается. Я не заметил. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Вернемся к фасадам. И что нужно сделать? Нужно 19-ку выбрать. Ну, теперь уже точно все. Попытка номер 3. Осталось немножко подправить файл Excel. А потом проверим. Проверим, что получилось. Итак, это будет толщина. Ну, конечно, я так не делаю, у меня уже готово там. Так, это количество. Длина, ширина. Так. Название. Номер. И модуль. Или слой. Теперь все вот это дело делаем вот так. И каким-нибудь цветом сейчас помечу. Таким вот. Ну вот, собственно, и все. Чего здесь не хватает? Кромки.
Кромку я, может быть, сделаю потом. Я все-таки пока что вписываю кромку вручную. Иначе придется тыкать вот здесь прямо на чертеже, чтобы кромка тоже попадала в базу данных деталей. Ну, я посчитал, что пока что в этом не нуждаюсь, а в принципе нуждаюсь, конечно. Давайте проверим вообще, что у нас тут выходит. Ну, в принципе, и так видно на глаз, что всего 4 фасада. 3 фасада ящика и 1 дверца с петлями. Это можно и не проверять. Но задняя стенка тоже одна. Проверим только DSP 18. Количество 29 деталей. 29 деталей. Уберем вот это, чтобы не мешалось. Берем фасады, чтобы не мешались. И уберем заднюю стенку. Вот так. Так, сколько там было? 29. Посмотрим, проверим. Вот, пожалуйста, 29 штук. Ну и давайте, я не знаю, проверим на выбор что-нибудь. Он хоть точно сделал или нет. Какую-нибудь деталь сейчас возьмем. Ну вот, мало того, что все ровненько, так еще и в порядке определенно. Сначала идет дно, потом крыша, бок левый, потом бок правый. То есть сортировка произошла сама собой. Давайте радиусную полку проверим. 300 на 492, 3 штуки. Вот я раньше так и делал, брал и вот так вот вписывал. 300 там, 492. Ой. И вписывал это вручную. Теперь не нужно таким заниматься. Так. Ну, если не номера нужны, у меня есть такая вот штучка. Вот. Я вижу даже. Кстати, сейчас давайте посмотрим. Самому интересно. Кого еще? Ну, хватит пока. Да, еще можно петлю поймать. Ага. Это он поймал фасад, а не петлю. Вот петля. Так, петля накладная. А тут у нас ножка H100. И тут что тут у нас такое? Ух, какая надпись большая. Но если захочу переименовать, опять воспользуюсь. И вот тут у нас ручка должна быть. Вот. Так, что здесь? Цоколь номер 16, лицо, да? Ну вот, пожалуйста, цоколь номер 16, лицо. Но вот кромки нету. Может быть, в будущем появится. Так, с этим, наверное, все. Чтобы еще показать такое, прям не знаю. Выбрать подобные и удалить. Ну, давайте попробую еще кое-что. Вот так вот возьмем и я его сейчас отправлю на сборочный чертеж. Вот так. Можно выровнять лист. Вот сейчас он не выравнивается пока. Ну, сейчас я пару кнопок нажму и все будет ровненько. Вот он выровнялся. Теперь штамп можно поставить. Вот такой маленький. Сэмпл — это название проекта. Сборочное — это название листа. И все то же самое. И опять можно написать номера. Дно. Вот так. Короче, тут
ручная работа. Конечно, хочется себе автоматическую, чтобы он сам расставлял одним нажатием. Опять же, как думаете, стоит продолжать? Стоит этим заниматься или нет? Давайте еще, знаете, что у меня есть? Это у нас крепление. Уберем цоколь, чтобы не мешал. Немного порасставляю. Так, начнем с конфирматов. Конфирматы у нас тут внизу стоят, да? Допустим, вот так. Я не так и много видов крепления использую. Есть еще рафиксы, минификс. Вот сейчас минификс поставлю на крышу куда-то. Вот так. Ну, видно, да? Минификс у меня зеленым, конфирматы фиолетовым показаны. Вот чего еще нету, это автоматического конвертера присадки. Опять же, может быть, это когда-нибудь появится. А пока приходится вручную вводить. Вот так. Раньше я использовал параметрические программы, всякие там Просто типа 3D конструктор. Но потом мне надоело, потому что Просто рисует поверхностями, насколько я понимаю. А 3D конструктор у меня был ломаный первой версии 3.5. Отличная программа, конечно, но выдавала ошибок много. И были там всякие тупые моменты. И, в общем, мне так надоело, что я уже бросил и стал свой писать. Ну, что еще показать? Ну, просто тупо покажу сейчас еще. Знаете что? Кстати, вот крепеж сразу добавился на слой. Вот я закрываю, убираю слои. И они сразу исчезают. Ну, давайте еще покажу. Допустим, длина будет 600, ну 500. Ширина будет, допустим, 400. И высота будет 1,5, например. Так. Ух ты. Вот так. Теперь порежем немного. Это будет дно. Это будет крыша. Так, на чем я остановился? Угу. Крыша. И теперь полочки расставлю. Вот есть расстояние, и нужно на равное расстояние расставить полки. Вот так. Потом сюда. Потом сюда. Высоту. Напишем 5 штук. Полки нарисовались. Пробуем убедиться, какого они там высоты. Здесь вот так, вот здесь. Вот, пожалуйста, одинаковые размеры. Кроме верхнего. Верхний сколько останется. Либо такого же, либо плюс там 1-2 миллиметра. Сейчас доберемся до него. Одинаковые все. Ну, наверное, хватит, достаточно. В общем, хотел бы знать, как вам такой фанатизм в работе. Может быть, стоит продолжать развиваться, еще что-то дописывать эти скрипты, или хватит, или
перейти на специализированную программу и не морочить себе и голову и другим.